Всем привет! Сегодня 1 июня, первый день лета, и у нас начался сезон дождей. У нас он каждый год начинается в конце мая и продолжается где-то неделю, может две. Почти каждый день идет дождь. А это идеальные условия для роста зелени. Поэтому сегодня я иду собирать первый в этом году урожай. Это урожай зелени, листья салата, а также укроп. Если использовать ножницы при сборе укропа и резать под самый низ, то потом он пустит опять новые побеги и будет снова свежий укроп. Мне этот сорт очень понравился, он весь такой пышный и стебли не очень толстые. Поэтому несколько кустов укропа я оставлю на семена, чтобы потом на следующий год опять его посадить. И вот как раз то, о чем я говорил, сезон дождей. Только решил пойти пособирать укроп, и начинается дождь. И так почти каждый день. Только выходишь, и оп, уже дождь идет. Чуть-чуть пойдет, поморосит, и опять закончится. Через час опять. И вот так вот целую неделю, если не две. Такое ощущение, что живу в тропиках. Пока на улице идет дождь, я взялся за укроп. Разделил его по пучкам, после по пакетам и на зиму в морозилку. После того, как закончился дождь, пришел Барри, весь мокрый, грязный, где он ходил и без понятия. И по поводу Барри есть еще одна не очень хорошая новость, о которой я вам расскажу уже в конце видео. У меня осталось немного рассады помидор черри, и я не знал, что с ней делать, поэтому я решил посадить пару рядков между клубникой и ежевикой. Ближе к вечеру тучи ушли, и снова показалось солнце. Поэтому я решил пойти собрать уже листья салата. Но салат на зиму в морозилку не засунешь, потому что он превратится просто в кашу. Так как состоит в основном на 80-90% из воды. И я решил попробовать немного другой способ хранения. Это превратить его в кашу через блендер. А именно листья салата, укроп через блендер, потом разлить его по стаканчикам пластиковым, либо же по формам для льда. А после уже замороженные кубики, либо вот в стаканчиках достать, поставить по пакетикам и назад в морозилку. Не знаю, как будет на вкус, но попробую. Потому что насадил я салата очень много. Целый ряд, огромный. Изначально я планировал, что он будет вместе с помидорами, чтобы делать салаты. Но он вырос намного быстрее, а помидоры я только посадил. Поэтому этот салат, то что сможем, сохраним, вот как я сказал, через блендер, а остальное пойдет курям на корм. Они его очень хорошо любят. На следующее утро погода снова не радует. Утром был дождь, потом поднялся ветер и стало довольно-таки прохладно. А я решил пойти посмотреть, что творится на огороде. Из-за обильных дождей между рядами клубники просто ковер из бурьяна. Его нужно срочно убрать, потому что из-за дождей он вырастет моментально. Но у меня есть еще одна клубника, она растет прямо на рядах винограда. И уже вот такие вот ягоды есть на кустах. Скоро нужно будет собирать и делать компот, либо же варенье. Посмотрю по количеству ягод. Эта клубника у нас по сути дикая, в том смысле, что мы к ней вообще не притрагиваемся. И она уже очень старая, я не помню еще сколько лет ей. Наверное, я еще в школу ходил, в старшие или в средние классы. Это было лет 15, наверное, назад. Но все равно каждый год дает ягоды. Из-за дождей также по винограднику сильно разрастается бурьян. Как только закончатся дожди, нужно будет срочно его убрать. Также очень быстро поднялась картошка. Мы решили поэкспериментировать с двумя новыми видами. Посмотрим, что получится в итоге. Все посаженные ранее помидоры хорошо принялись. Я еще досадил 2 ряда помидор, мы купили рассаду. И в итоге у нас получается 7 рядов помидор. Из сортов у нас, из того, что я знаю, Санька и Черри. А те, которые папа покупал, я так и не понял, что это за сорта. Поэтому будем уже смотреть, когда будут сами помидоры. Перец, который я выращивал, тоже хорошо принялся, но, к сожалению, его мало.
Поэтому также нужно будет докупить рассаду еще на 2 рядка. Когда смотрю на этот красивый лук, на душе становится приятно. Ведь совсем недавно здесь ничего не было, и я его весь высаживал руками. Листья салата мне уже негде использовать, разве что иногда для приготовления еды, поэтому каждый день я его рву и даю курям. Как всегда, меня сопровождает личная охрана. На этот раз это Рыжик. Видимо, Алиса отдыхает, потом они меняются местами. И Алиса начинает меня постоянно охранять. У курочки, что сидит отдельно, какие-то проблемы со спиной. Не знаю, что произошло. Но ее нужно будет порезать на мясо. Жаль, конечно, ведь она несла яйца, но ничего не поделаешь. На следующий день наконец-то вышло солнце и немного потеплело. Но земля еще влажная после ночного дождя. А это как раз хорошее условие для того, чтобы прополоть морковь. Она у меня получилась очень густая. Потому что когда я ее садил, я не жалел семян, чтобы наверняка все выросло. И оно выросло, действительно все, и у меня получились там джунгли. Полоть морковь мне не очень нравится, потому что ты сидишь, приседя на одном месте, и почти не двигаешься по чуть-чуть, пока дойдешь до конца этого ряда, уже ничего не хочется. Но если я хочу крупную морковь, это придется сделать. И как всегда, всю зелень отдаем курям, не выбрасываем. Ближе к вечеру вышел немного подышать свежим воздухом. И, конечно, как всегда, со мной моя личная охрана, на этот раз вдвоем. Алиса нашипела на Рыжика, видимо, Рыжик перепутал смены. Осознав, что у него выходной, Рыжик бежит во двор. Вечером я собрал зелень на огороде и решил приготовить блинчики с зеленью и яйцом. Блинчики, или же по-другому говорят оладьи. Но у нас это блинчики. Начинка — это у нас зелень и вареные яйца. Их мелко нарезаем. После взбиваем 3 яйца, доливаем теплый кефир. Все перемешиваем, добавляем муку. И самое главное, тесто должно получиться довольно густым и вязким. Потому что после того, как добавим зелень, она пустит сок и вся масса станет жидкой. Поэтому на начале делаем тесто довольно вязким. Как говорят, чтобы ложка стояла. Один раз помешали и уже больше не мешаем. Жарим на медленном огне до золотистой корочки с двух сторон. И все готово. Всем приятного аппетита. На следующий день пришла пора собирать клубнику. Так как 2 последних дня было довольно-таки тепло, и думаю, она уже поспела. У меня всего ее 3 ряда по винограднику посажено. Плюс я ее еще отдельно поливал через капельный шланг. А также была неделя дождей, поэтому думаю, будет нормально клубники. Я планирую делать компоты, потому что на повидло мне скорее всего ее не хватит. И тут из-за кустов вылез охранник, узнать, что я здесь делаю. Я сначала испугался, а потом вспомнил, что это же моя клубника, поэтому я продолжил ее дальше собирать. А охранник подозрительно на меня посмотрел и ни на шаг не отходил. Мало ли, чего я тут наделаю. Солнце поднялось уже высоко и начало довольно сильно припекать, поэтому мы с Алисой поторопились. И поняв, что клубника собрана, охранник спокойно ушел спать дальше под куст винограда. Саженец ежевики довольно сильно вырос, скоро будет нужно его уже подвязывать. Посаженная в этом году клубника плодоносить не будет. Но я оставил одну ягоду на новом кустику, чтобы посмотреть, что это вообще за клубника такая. Малина Атлант также хорошо растет. А вот другой куст сорта Богатырь, к сожалению, так и не пустил новые побеги. Но я надеюсь, что пустит, так как корень все еще жив.
сожалению, рассада баклажанов и перца чили не вся взошла. Не знаю почему, возможно это семена такие, либо же я что-то не так делал, но помидоры у меня все получились, а вот перец и баклажаны почему-то вообще никак не идут. А вот такой результат получился по клубнике. Как видите, у меня здесь два сорта, есть одна светлая, а одна темная. Светлая более сладкая, но текстура у нее такая мягкая очень. А из-за того, что было очень много дождей, попадаются также немного подгнившие ягоды. Это в холодильник, а через 2 дня соберу еще немного и тогда уже буду ставить компоты. Ближе к вечеру у меня есть еще одно очень важное дело, а именно косить траву. После этой недели дождей, что была, вся трава резко начала расти. И будет еще дальше расти, поэтому ее нужно срочно скосить. А пока я буду косить, я расскажу вам все-таки, что случилось с моим котом, о котором я говорил в начале видео. Мой кот Барри исчез 2 дня назад. Он обычно спит на улице, и ночью была сильная гроза. И не просто дождь, а дождь с молниями и громом. И это продолжалось несколько часов, вот так вот, гром, молния, и звук такой, что аж окна дрожали. На следующее утро я вышел, 2 кота есть, а Барри нету. Я думал, может он где-то ходит, как обычно, но он далеко от двора не отходит, поэтому я не волновался. Он обычно приходит вечером, когда нужно уже его кормить, но его все-таки не было. Я очень сильно переживаю из-за того, что он пропал, потому что я его вырастил, буквально. У нас была кошка, и она отравилась чем-то или что, и она умерла. И после нее осталось 2 котят, Барри и еще один маленький другой. Им была буквально неделя, поэтому мне пришлось их выкармливать буквально с пипетки. У нас была коза, и я вот козьим молоком вот так вот их выкармливал. Один, к сожалению, умер, но Барри цеплялся за жизнь, и он выжил. А если кто-то сталкивался с кормлением маленьких котят, то, наверное, знаете, что их нужно кормить каждые 4 часа. И неважно, это ночь, либо утро. И вот так на протяжении нескольких недель я каждую ночь вставал, через каждые 4 часа ставил будильники и их выкармливал. И по сути для меня Барри как маленький ребенок. Поэтому мне очень горько сейчас и обидно из-за того, что он пропал. И я даже не знаю, где он может быть. Я его 2 дня искал. И на огороде, и на канал ходил, и соседей спрашивал. Никто его не видел, никто не знает, где он. Не хотел на такой грустной ноте заканчивать видео, но как есть. Поэтому всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Надеюсь, Барри вернется.